Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о наших недоброжелателях, о завистниках, как они влияют на нашу жизнь, на наш достаток, а также с вами проведем одну интереснейшую практику. Вам просто буквально нужно вывернуть наизнанку одну вещь и отнести ее на помойку. И что важно, все зло, все те негативные посылы, которые они отправляли в ваш адрес, все это зло само вернется к ним обратно. Да с такой силой, что мало никому не покажется. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, сделайте выводы и не забудьте провести практику в ближайшее время, если в вашем окружении есть такие люди. Давайте начнем с того, что у каждого из нас есть недоброжелатели, есть враги. При этом очень часто бывает так, что человек даже об этом и не знает. А почему так получается? Дело в том, что у нас на первый план выходят такие эмоции, как зависть, как злость, как ненависть. И эти эмоции, которые часто присутствуют, к сожалению, в жизни каждого человека. И мы, возможно, даже не воспринимаем и не осознаем, но в зависимости от нашего опыта, от наших успехов, мы можем стать объектом зависти и негодования окружающих. И, конечно же, признаки зависти и злости наших врагов, а также недоброжелателей, сплетников могут проявляться различными способами. Один из основных признаков зависти – это постоянное сравнение с собой и другими людьми. Дело в том, что завистники, недоброжелатели, наши враги, они обычно стремятся выделить себя и доказать свое превосходство. И, что немаловажно, они всегда, вот именно всегда внимательно следят за вашими достижениями. И даже если вы будете делать все идеально в своей жизни, поверьте, они найдут ошибки и недостатки. И таким образом они пытаются оправдать свое негодование и сомнения в собственной успешности. К сожалению, злость врагов и недоброжелателей проявляется часто через негативное отношение и желание нанести нам вред. Как обычно это делается, и многие люди на это не обращают внимания. Они могут сплетничать, они могут клеветать, пытаться подорвать вашу репутацию или даже нанести материальный ущерб. Также злобные люди, они стараются преследовать вас и стараются разрушить вашу жизнь, потому что они считают, что вы это не заслужили, это не ваше, и вам это не нужно. Поэтому следует помнить, что зависть, злость, недоброжелательность – это прежде всего проблемы завистливых и злобных людей. И, конечно же, возможно, такие люди испытывают недовольство собой. У них есть какие-то собственные неудачи, и у них нет способности справиться с этим. И, соответственно, они находят в себе жертву, чтобы перенести именно на это все на другого человека. Поэтому, когда мы сталкиваемся с завистливыми людьми, злостными людьми, которые отправляют нам посылы негатива, важно сохранять в первую очередь спокойствие и продолжать идти своим путем. Даже если вы прямо в данную секунду видите, что на вашем пути все против вас. А поверьте, такое бывает достаточно часто, потому что ваше окружение легко перепрограммировать. И это идет через что? Через слова, через сплетни. Поэтому вам в первую очередь, вне зависимости, в какой вы оказались ситуации, нужно концентрироваться на собственном личностном и на профессиональном росте, а также на развитии личных качеств и достижений. И здесь очень важно, чтобы вы не отвлекались на негативное поведение ваших врагов, ваших недоброжелателей и попытались сосредоточиться
именно на благополучии и на вашем успехе. Потому что когда вы мудрые, когда вы терпеливые, то вас очень сложно сбить с толку. Да, даже ваше окружение может идти против вас, но когда вы идете своей дорогой, эти не ваши недоброжелатели, да, они обсуждают, говорят, но помните одну простую поговорку: собака лает, а караван идет. Так вот, будьте как караван, идите вперед, потому что у вас есть цель, у вас есть определенные задачи, и вы знаете, к чему вы должны прийти. А собака полает, развернется и пойдет в свою будку грызть косточку. И, как правило, вот такие вот недоброжелатели и враги, они так же самое и делают. И ищут следующий себе караван, на который они будут просто гавкать. Или помните притчу «Моська и слон». Та же самая ситуация. Потявкают и пойдут своей дорогой. Конечно же, очень сложно слышать о себе гадости, о себе какие-то сплетни, слышать о себе какие-то новые истории, которые, возможно, вы даже не то чтобы не давали повода, вы даже в этот момент не находились в той или иной ситуации или не находились с теми людьми. Но вы должны понимать, что мир завистливых, злых людей, недоброжелательных людей, они готовы высасывать истории и их настолько ярко и красочно рассказывать, что люди в вашем окружении, даже близкие, родные, могут в это поверить. Поэтому ваша задача не злиться, не паниковать, не истерить, потому что, знаете, на вас всегда будет работать время. Пройдет время, и люди откроют глаза и увидят. И это было неоднократно. Конечно же, все живут в какой-то эйфории, и все почему-то любят слышать ушами, а не видеть глазами и не думать головой. К сожалению, такое бывает в жизни. Как вам выявить в вашем окружении вот таких вот недоброжелательных людей? Ну, конечно, друзья, это зависть, это ревность, потому что такие люди всегда во всех ситуациях пытаются доказать, что они лучше. И если вы будете допускать ошибки, а вы знаете, мы все с вами люди, не роботы, мы не запрограммированы на какую-то программу, и, соответственно, мы с вами можем допускать какие-то ошибки, иметь какие-то недостатки, это нормально. Но именно у ваших недоброжелателей, ваших врагов, именно это и будет таким вот триггером, который они будут пытаться развить. Кроме того, ваши враги могут вас постоянно критиковать, вас могут постоянно оскорблять, постараться вывести из равновесия. Здесь ваша задача на это не обращать внимания. Ну, покритиковали вас, ну, сказали какие-то гадости, использовали сарказм, но это, знаете, для чего делается? Чтобы подорвать вашу уверенность, вашу самооценку, и чтобы вы стали жертвой. И как только вы становитесь жертвой, в вашем мире все автоматически меняется. Оно все влияет автоматически на все сферы вашей жизни. Кроме того, люди завистливые, недоброжелательные, они не имеют сочувствия. Они стараются поставить себя на ваше место. Они хотят получить все блага, над которыми вы работали. При этом вы работали, не покладая рук. Но кого это интересует? Кроме того, завистливые люди, как правило, умеют манипулировать другими людьми и контролировать других людей. И вы знаете, они используют различные тактики для того, чтобы управлять поведением людей, для того, чтобы достигать своих целей. Поэтому, возможно, вы даже смотрели фильмы, как какая-то женщина, девушка или, наоборот, парень, вроде с виду прекрасный, чудесный, но как он портит жизнь другим людям. Но приходит момент, приходят определенные ситуации, и все равно вскрывается вся правда. Да, на это нужно время, и иногда человек, если допускает какие-то ошибки, он начинает нервничать и манипулирует ваш враг или недоброжелатель какой-то информацией, то, конечно, это сложно. Но помните о том, что высшие силы
силы всегда на вашей стороне, и они не позволят, чтобы вы зашли или упали слишком низко. Они найдут способ вам помочь. Главное в этот момент вам быть мудрыми. Кроме того, ваши враги, недоброжелатели, они очень агрессивны, они очень злобны, они могут проявлять какие-то агрессивные действия. Для чего? Чтобы устрашить, чтобы унизить, чтобы контролировать других людей. Они даже могут на той же работе делать все, чтобы вы всегда оставались виноватыми. И ввиду вы своего характера, своих каких-то жизненных принципов, вы не можете это сделать. И, конечно же, таким образом у вас возникают вот непредвиденные какие-то ситуации. Но как же еще выявить в своем окружении врагов и недоброжелателей? А дело в том, что ваши сплетники, ваши враги, они еще и произносят, говорят, транслируют в этот мир определенные слова. И это слова очень токсичные, которые несут разрушительную силу. Как они могут это делать? Ну, например, они могут вам причинять боль, пользуясь словами, которые способны вас ранить и вас оскорбить. Также могут использоваться различные ситуации, чтобы вас спровоцировать на какие-то конфликты, чтобы вас дискредитировать. Также они могут распространять какие-то ложные слухи, придумывать какие-то не очень хорошие ситуации и раздувать какие-то мелочные ситуации до прямо каких-то вселенских размеров. Конечно же, они стараются использовать в речи какие-то унизительные клички, прозвища. Для чего? Чтобы задеть человека в самое больное место. Также они умеют вызывать стыд и унижение. Они, к сожалению, умеют прибегать к оскорбительным выражениям. Для чего? Чтобы уязвить вас, чтобы унизить вас. Также они могут использовать какие-то грубые, циничные слова, чтобы показать всем, насколько вы отвратительны, насколько вы бестолковы, насколько вы необразованы и так далее, и так далее. Как правило, ваши враги, ваши недоброжелатели, они всегда используют какой-то агрессивный, агрессивные слова, угрожающие слова, чтобы вы начали ругаться, чтобы вы начали спорить, чтобы вызвать у вас страх и незащищенность. И вот знаете, ваши враги, недоброжелатели, очень великие психологи, потому что они знают, как манипулировать человеческими жизнями. Это, к сожалению, очень нехорошо, но вы знаете, вот ваши недоброжелатели, ваши враги, которые есть в вашей жизни, они и ваши учителя. Многие об этом не думают, но вы должны понимать и то, что когда в вашем окружении есть такие люди, вы, если будете с ними ругаться, спорить, даже их обзывать, говорить какие-то негативные слова, вы ничего не решите в своей жизни. Вы только будете постоянно притягивать негативные ситуации. Эти негативные ситуации, как раковая опухоль, будут каждый раз увеличиваться и увеличиваться. Возникает вопрос, а что же в таком случае делать? Во-первых, вы должны сказать себе слово «стоп», остановиться и понять, что да, это ваш враг, это ваш недоброжелатель, но чему он вас научил? Ваш мозг начал думать и мыслить, как вы можете выйти из той или иной ситуации, как вам нужно научиться говорить с такими людьми, что вам нужно думать или что планировать наперед, чтобы в вашей жизни больше таких людей не было. И поверьте, если вы проиграете эту жизненную ситуацию в позитивном ключе, то такой человек уйдет из вашей жизни. Но если вы не проиграли ситуацию, если вы не сделали определенные выводы, то рано или поздно этот человек опять проявится в вашей жизни. Поэтому ваша задача быть очень-очень мудрыми, стараться быть более умнее, мудрее. И вы знаете, завистливые люди намеренно, осознанно или неосознанно помогают нам стать более сильными и такими более сплоченными людьми. И вот их зависть, их негатив, их посылы, они только заставляют нас быть более решимыми,
более настойчивыми. И, конечно же, вот этот негатив, который они отправляют вроде как в наш адрес, да, а это может стать своего рода топливом, вот именно топливом для нашего роста и развития. Поэтому, когда ваши коллеги говорят, именно критикуют вас конструктивно, конечно же, критикуют, а не то, что им не нравится ваша прическа или какие, например, вы носите сумки. Но если ваши враги конструктивный диалог, конечно, прислушайтесь. Ну, например, вы неправильно какие-то составляете отчеты или не так быстро их делаете, узнаете почему. Пусть они поделятся своим опытом, своими знаниями. Вы так больше, быстрее наберетесь тех или иных знаний, которые вам обязательно помогут. Также завистливые злые люди учат нас с вами принимать и преодолевать негативные эмоции. Да, здесь нужна мудрость, но без нее, друзья, вы никак не обойдетесь. Помните о том, что их нужно только благодарить. Они сами, вот как только вы выучили жизненный урок, вы знаете, они сами отпадают из вашей жизни. Если это коллега на работе, человек увольняется или выходит замуж и где-то теряется, он уходит на второй план, или что-то еще у человека происходит, и ему просто уже не до вас, и так далее, и так далее. Потому что в коллективе, как правильно, все доброжелательны. Но находится одно, извините за выражение, говно, которое пытается его, например, напакостить и сделать вот зло вам. Конечно же, могут быть люди и в вашем окружении. Так вот, друзья, рекомендую вам провести одну простую практику, благодаря которой все то зло, весь тот негатив, те посылы, которые отправлялись вам, сами по себе уйдут к ним обратно. Как же эту, друзья, практику провести? Давайте, что нужно сделать? Вот вы решили, что вам сегодня это нужно сделать. Что мы берем? Берете самую старую вещь, которая есть у вас в доме, но желательно, чтобы эта вещь у вас к вам прикасалась. Например, лучше всего взять какую-то, например, старую футболку или, например, взять старые носки, даже если это рваные или не испачканные, отличная идея. После этого берете старую вещь, выворачиваете ее наизнанку и бросаете на пол. И вот на эту вещь вам нужно сказать все, вы даже можете ругаться, знаете, с эмоциями, но главное, чтобы это было искренне. Говорите на эту вещь. И далее постарайтесь этому предмету вот передать вот все то, вот те обиды, тот негатив, который вот этот человек, а возможно это несколько, это группа людей передали вам. Далее возьмите щепотку соли и бросьте на эту вещь и скажите следующие слова. Все зло, порчу, негатив, зависть с легкостью передаю и возвращаю обратно. Высшие силы меня оберегают, на путь истины направляют истина. После этого что мы делаем? Мы сворачиваем эту вещь, обязательно отправляем ее в черный пакет, именно в черный пакет, завязываем хорошо и выносим на мусорку. После этого возвращайтесь домой, обязательно помойте руки и умойте лицо. И вот такая вот практика, если вы ее проведете от чистого сердца и с добрыми намерениями по отношению к себе, вы увидите, что если человек просто уйдет из вашей жизни, ему будет неинтересно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Ну а те, друзья, кто спрашивал нас, как поблагодарить нас, как можно выразить свою благодарность, обязательно вы можете сделать через донат. Благодарность, донат. Ссылка находится в описании к этому видео. Вы нажимаете, переходите, и любая сумма, которую вы считаете нужной, вы переводите. Даже если будет пару копеек, запомните, нам будет очень-очень приятно. Мы всех благодарим. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся буквально в следующем видео.